23 декабря 2018 года. Москва. Воскресенье. До Нового года неделя. Город живет предпраздничной лихорадкой. В торговых центрах очереди, на улицах пробки, в головах подарки, мандарины, оливье. Обычный зимний вечер, каких в столице миллионы. Темнеет рано. К 5 часам уже ночь. Фонари горят желтым, мокрый снег ложится на асфальт и тут же тает. Температура около нуля. Машины ползут по МКАДу, вяло перестраиваются, мигают поворотниками. Город выдыхает после рабочей недели. Ирина Ахматова собиралась домой. Ей было 29 лет. Она работала директором 2 ресторанов сети «Бургер Кинг». Должность серьезная, ответственная, с ненормированным графиком. Жила на 2 города. В Москве работала, а в Туле ждали муж Дмитрий и маленькая дочка. 8 лет девочке. Ирина ездила к ним при каждой возможности. Дорога знакомая. Трасса М2 Крым. 180 километров, 2,5 часа, если без пробок. В тот вечер Ирина села в свою Audi A4 шоколадного цвета и выехала в Тулу. Чтобы не ехать одной и разделить расходы на бензин, она выложила объявление на BlaBlaCar, популярном сервисе поиска попутчиков. Миллионы людей по всей стране пользовались им каждый день. Садились в машины к незнакомцам, подвозили, подсаживались, делили дорогу и бензин. Удобно, дешево, привычно. Никто не думал, что это может быть опасно. Точка сбора – район станции метро Аннина, у выезда из Москвы на юг. Ирина ждала нескольких пассажиров. Все места были забронированы, но к машине подошел только один человек. Мужчина. Объяснил, что остальные попутчики отказались в последний момент. Бывает. Ирина не стала спорить. Села за руль, он устроился рядом. Они выехали на трассу. Больше Ирину Ахматову живой никто не видел. Муж Дмитрий забеспокоился первым. Ирина всегда звонила, когда выезжала. Всегда отмечалась по дороге. В этот раз тишина. Телефон перестал отвечать где-то в районе Подольска, вскоре после выезда за МКАД. Потом отключен. Ни абонент недоступен, ни вне зоны действия. Отключен. Совсем. Дмитрий ждал час. 2. Пытался дозвониться. Писал сообщение. Ничего. К ночи он позвонил в полицию. 24 декабря. Ирина не появилась. Не вышла на связь. Не приехала в Тулу. Заявление о пропаже приняли, но в первые часы, как это часто бывает, никто еще не понимал масштаба. Взрослая женщина на машине, может быть, задержалась, может, сломалась на трассе, может, еще что-то. Полиция работала в стандартном режиме. А потом к делу подключились волонтеры. Поисковый отряд «Лиза Алерт». Те самые люди, которые находят пропавших, когда система еще раскачивается. Они распространили ориентировки. Фотографии Ирины, описание машины, Audi A4, шоколадный цвет, номер, маршрут. Информацию разнесли по социальным сетям, по группам, по чатам. За сутки о пропавшей директорше Бургер Кинг узнала вся страна. Федеральные СМИ подхватили историю мгновенно. Молодая красивая женщина, мать, успешная карьера, пропала по дороге домой, в канун Нового года, через BlaBlaCar. Каждая деталь как крючок. Тема полетела по всем каналам. К расследованию подключился Следственный комитет. МВД работало параллельно. Первым делом следователи обратились к сервису BlaBlaCar. Кто бронировал места в машине Ирины? Что за аккаунты? Какие данные? И вот здесь история начала разворачиваться. Когда техники подняли логи сервиса, выяснилось странное. Все места в Audi Ирины были забронированы с разных аккаунтов. Несколько профилей. Часть под женскими именами. Все зарегистрированы недавно. Все с минимальной информацией. Ни отзывов, ни фотографий, ни истории поездок. Пустышки. И все они забронировали именно эту поездку, именно эту машину, именно на этот вечер.
Кто-то заранее целенаправленно выкупил все места, чтобы оказаться в машине один. Следователи подняли IP-адреса регистрации аккаунтов. Совпали. Биллинги мобильных телефонов, привязанных к профилям, сошлись. Все фейковые аккаунты вели к одному человеку. Параллельно работали с камерами наружного видеонаблюдения. Ауди Ирины попала на записи метро Аннина. Момент, когда в машину садится мужчина. Дальше камера на трассе, на заправках, на контрольных точках. Машина двигалась по М2 в сторону Тулы, а потом исчезла. Но ненадолго. 26 декабря. Автомобиль Ирины нашли, но не на трассе, не в Туле, не в Серпухове. Ауди стояла на парковке гипермаркета «Лента» в Дзержинском районе Ярославля. Микрорайон Брагино. 400 километров от места исчезновения. Совсем другое направление. Машина была вымыта. Тщательно, аккуратно. Салон, руль, двери. Кто-то старательно уничтожал следы. Регистрационные номера были сняты. Их обнаружили в багажнике. Человек, который пригнал сюда Ауди, знал, что делает. Он прятал машину. Он прятал себя. Но камеры есть и в Ярославле. Оперативники проследили маршрут автомобиля от трассы до города, от города до парковки. Подняли записи автомоек. Установили время и место, где машину мыли. Шаг за шагом, от камеры к камере, восстанавливали путь, который проделал угнанный Ауди. И этот путь привел их к конкретному человеку. Виталий Чикирев, 39 лет. Родился 11 октября 1979 года в городе Горьком, том, который сейчас называется Нижний Новгород. В начале 80-х семья перебралась в Серпухов Московской области. Там и вырос. Окончил 5-ю школу в 95-м. Обычный подмосковный парень из обычной семьи. Так казалось тем, кто его знал. Осенью 97-го его призвали в армию. Чикирев попал на Северный Кавказ, в отряд специального назначения «Скиф». Застал начало Второй Чеченской войны. Участвовал в боевых действиях. Вернулся в 99-м. Что он привез оттуда в голове, об этом никто не спрашивал. В те годы тысячи молодых мужчин возвращались с Кавказа, и страна не очень интересовалась, что с ними стало. Работы не было, денег не было. Государство отвернулось. Справляйся сам. Чикирев не справился. После армии он быстро скатился в криминал. Первая судимость – за изнасилование. Вторая – тоже за изнасилование. В кругу знакомых его знали под кличкой «Чекист». Сидел, выходил, снова оступался. К 2018 году за плечами тюремный стаж, боевой опыт и полное отсутствие нормальной жизни. Ни постоянной работы, ни дома, ни будущего. Бывшая жена жила в Ярославле. С ней отношения давно закончились, но город знал. И этим воспользовался. Деньги нужны были позарез. И Чикирев придумал план. Он зашел на Блаблакар. Нашел поездку. Молодая женщина на дорогой иномарке, маршрут Москва-Тула. Ауди А4. Вечер, зима, темно. Идеально. Женщина за рулем. В его расчетах это означало легкую жертву. Он создал несколько фейковых аккаунтов. Часть под женскими именами, чтобы водитель не насторожилась. Забронировал все места, все до единого, чтобы гарантированно оказаться в машине одному. На встречу к метро Аннина он пришел один. Представился вымышленным именем. В Блаблакар использовал чужую фотографию. Объяснил отсутствие остальных пассажиров простым совпадением. Отказались, не смогли, в последний момент. Ирина не заподозрила ничего. С чего бы? Так бывает. Они выехали на трассу М2. Где-то на территории Серпуховского района темная зимняя трасса, ни фонарей, ни жилых домов рядом. Чикирев попросил остановиться. Ирина притормозила на обочине. Он достал нож. Потребовал деньги, ценности, ключи от машины. Ирина отказала. Она не стала молча подчиняться. Она сопротивлялась.
боролась за свою жизнь. Там, на обочине, в темноте, в декабрьском холоде, она пыталась отбиться от вооруженного мужчины, который был крупнее, сильнее и готов был на все. Он убил ее. Избил и задушил. Дальше холодный расчет. Чикирев оттащил тело в лесопосадку рядом с трассой. Забросал снегом и ветками. По пути, как он потом скажет следователям, выбрасывал вещи Ирины из окна машины. Кое-что забрал себе, наличные деньги. Он поехал. Не в Тулу, а в Ярославль. К бывшей жене. В Ярославле он действовал методично. Снял номера, загнал машину на автомойку, тщательно вымыл салон, чтобы уничтожить следы. Кровь, отпечатки, биологические образцы. Бросил Ауди на парковке торгового центра «Лента» в Брагино, смешав машину с десятками других автомобилей. И исчез. Он думал, что продумал все. Фейковые аккаунты, чужое имя, вымытый салон, снятые номера, другой город. Но он не учел одного – камер. Камер на трассе, камер у метро, камер на автомойке, камер на парковке. 21 век. Цифровой след невозможно стереть тряпкой. 30 декабря 2018 года. Ровно неделя после исчезновения Ирины. Оперативники вышли на след Чикирева и установили его местонахождение. Город Гороховец, Владимирская область. Маленький тихий городок на берегу Клязьмы. Старинные церкви, деревянные дома. Здесь, за сотни километров от места преступления, Чикирев чувствовал себя в безопасности. Его задержали. Без погони, без стрельбы, без спецоперации. Пришли и забрали. Он не сопротивлялся. На первом же допросе под тяжестью улик, цифровые следы, камеры, биллинги, аккаунты, Чикирев дал признательные показания. Рассказал все. Как спланировал. Как создал фейковые профили. Как сел в машину. Как потребовал деньги. Как убил. Как спрятал тело. Как гнал машину в Ярославль. Как мыл салон. Позже состоялся следственный эксперимент. Под конвоем Чикирев привел оперативников в заснеженный лес в Серпуховском районе Московской области. Показал место. Там, под ветками и сугробами, следователи нашли тело Ирины Ахматовой. Был самый конец декабря. Новый год стоял на пороге. А молодая женщина, которая просто хотела доехать до дома, до дочки, до мужа, лежала в лесу, засыпанная снегом. В ходе расследования выяснилось, что убийство Ирины не единственное преступление Чикирева в тот месяц. В ноябре-декабре того же 2018 года он совершил как минимум 2 разбойных нападения на женщин. Одно из них по похожей схеме. Нашел объявление на Авито об аренде квартиры. Пришел на осмотр под видом клиента, избил хозяйку и забрал все ценности. Он целенаправленно выбирал женщин, считал их легкой добычей. И использовал онлайн-сервисы как охотничьи угодья. 26 апреля 2021 года Московский областной суд вынес приговор. За убийство, сопряженное с разбоем, и неправомерное завладение автомобилем, Виталий Чикирев был приговорен к 25 годам лишения свободы. Суд постановил, что первые 10 лет он проведет в тюрьме. Наиболее жесткий режим изоляции в российской пенитенциарной системе. А оставшиеся 15 – в колонии строгого режима. Его этапировали во Владимирский Централ, одной из самых известных и суровых тюрем в стране. На суде Чикирев вел себя спокойно. Не раскаивался, не просил прощения, не пытался разжалобить. Психиатрическая экспертиза, проведенная в ходе следствия, выявила у него смешанное расстройство личности, снижение эмпатии и неспособность сопереживать. Он был признан вменяемым. Он понимал, что делал. Он выбрал это. Родственники Ирины, муж Дмитрий, мать, присутствовали на процессе. Они услышали, как человек, убивший их Ирину, буднично описывал, что произошло той ночью. Без эмоций. Без дрожи в голосе. Как будто рассказывал, как починил кран. Казалось, точка. Приговор вынесен. 25 лет.
Чикирев за решеткой. Дело закрыто. Можно попытаться жить дальше, хотя для семьи Ирины жить дальше – это слова, которые ничего не значат. Дочка растет без матери. Муж засыпает один. Новый год стал днем траура. А потом, в декабре 2024 года, ровно через 6 лет после убийства Ирины, произошло то, чего никто не ожидал. Виталий Чикирев, сидя в камере Владимирского Централа, написал явку с повинной. Он признался в убийстве еще 4 женщин. По некоторым данным следствия, их могло быть 5. Период с 2003 по 2004 год. За 15 лет до гибели Ирины. Убийца с Блаблакар оказался серийным маньяком. Он не начал убивать в 2018-м. Он начал убивать задолго до этого. Просто никто не знал. Никто не связал эти дела. Никто не нашел. По предварительным данным следствия, мотивы тех ранних преступлений включали и корысть, и сексуальное насилие. Чикирев убивал женщин, разных, в разных местах, по-разному. Но всегда женщин. Всегда тех, кого считал слабее себя. В связи со вновь открывшимися обстоятельствами, ему теперь грозит пожизненное лишение свободы. Почему? Этот вопрос всегда звучит после таких историй. И ответ всегда недостаточный. Чикирев прошел войну, вернулся сломанным. Никто не помог. Никто не проверил. Никто не протянул руку. Российская система реабилитации ветеранов боевых действий в конце 90-х, начале 2000-х – это пустое место. Ни психологов, ни программ адаптации, ни поддержки. Мужчина, который видел и делал на войне вещи, о которых не говорят за столом, просто возвращался домой и пытался жить как все. Многие не смогли. Но, и это важно, тысячи людей прошли через то же самое. Через Чечню, через нищету, через безработицу и брошенность. И не стали убийцами. Травма объясняет, но не извиняет. Чикирев сделал выбор. Не однажды, а снова и снова и снова. Каждое убийство – осознанное решение. Каждый фейковый аккаунт – холодный расчет. Каждая жертва – человек, которого он превратил в средство. И система его упустила. Дважды судимый за изнасилование и мошенничество, он свободно ходил по улицам, свободно пользовался интернетом, свободно садился в чужие машины. Никакого надзора, никакого контроля, никакого присмотра. Он был как тень, существовал в слепых зонах. А Блаблакар, сервис, которому доверяли миллионы, не имел на тот момент даже базовой верификации пользователей. Любой человек мог зарегистрировать аккаунт на вымышленное имя, с чужой фотографией, без проверки документов, и сесть в машину к незнакомому человеку. Или забронировать все места, чтобы оказаться с жертвой наедине. Технически это было элементарно и смертельно опасно. После гибели Ирины Ахматовой сервис Блаблакар столкнулся с шквалом критики. В 2019 году платформа ввела систему добровольной верификации по внутреннему российскому паспорту – ID-чек. Пользователи могут подтвердить свои данные, пройти проверку через партнеров. Верифицированные профили получают специальную отметку. Но, и это ключевое, процедура остается добровольной, необязательной, рекомендуемой. Ирина Ахматова стала хрестоматийным примером, после которого правила изменились. Но изменились ли они достаточно? Большой вопрос. Дочке Ирины сейчас 16 лет. Она росла без матери. Каждый Новый год для нее – не праздник. Каждое 23 декабря – дата, которую невозможно забыть. Муж Дмитрий остался один с ребенком. Про него почти ничего не известно. Он не давал интервью, не выходил на экраны, не превращал горе в контент. Просто жил, растил дочь. Справлялся как мог. Трасса М2 Крым стоит там же, где стояла. По ней каждый день проносятся тысячи машин. Из Москвы в Тулу и обратно. Фонари горят желтым. Лесопосадки вдоль дороги. Темные, тихие, незаметные. Место, где нашли Ирину, ничем не отмечено.
Ни таблички, ни памятника. Просто обочина. Просто лес. Просто снег зимой и трава летом. А сервисы совместных поездок по-прежнему работают. Миллионы людей каждый день садятся в машины к незнакомцам. Большинство доезжает нормально. Но теперь после Ирины. Каждый, кто открывает приложение и видит незнакомый профиль без фотографии, без отзывов, зарегистрированный только что, должен задать себе один вопрос. Стоит ли экономия на бензине того риска, который ты берешь на себя, впуская в свою машину человека, о котором ты не знаешь ничего?